Озеро, где левой рукой можно зачерпнуть пресную воду, а правой соленую. Озеро, на берегах которого еще 100 лет назад бродили тигры. Озеро, с берегов которого стреляли лазером по американскому шаттлу. И озеро, которое в любой момент может повторить судьбу Аральского моря, то есть попросту исчезнуть. Это Балхаш. 14-е по величине озеро планеты. Гигантский полумесяц посреди казахстанской степи. Водоем, который ученые до сих пор не могут до конца объяснить, и, пожалуй, один из самых недооцененных природных феноменов Земли. Сегодня мы нырнем в его глубины в прямом и переносном смысле. Устраивайтесь поудобнее, будет познавательно. Балхаш вытянулся на 600 километров. Чтобы проехать его вдоль на машине, вам понадобится целый день, и это если не останавливаться на фотографии. При этом ширина озера крайне непостоянна. На западе 74 километра, а на востоке есть места, где Балхаш сужается до 3,5 километров. Можно стоять на одном берегу и видеть противоположный. Это все еще 14-е озеро мира. Площадь водного зеркала более 18 тысяч квадратных километров. 2,5 миллиона футбольных полей, залитых водой, посреди пустыни. А вот глубина скромная, средняя 6 метров, максимальная 26 метров, и это в восточной глубокой части. По меркам мировых озер мелковато, но именно эта мелководность создает одну из главных проблем Балхаша. Впрочем, об этом позже. Берега изрезаны заливами, бухтами, полуостровами. На озере 43 острова общей площадью 66 квадратных километров. И знаете что? Островов становится больше, потому что озеро мелеет, и подводные возвышенности выходят на поверхность. Острова Балхаша буквально рождаются на наших глазах. Звучит красиво, но причина за этим стоит совсем некрасивая. А теперь главная загадка Балхаша, та, которая заставляет ученых чесать затылок уже не первое столетие. Полуостров Сарыйсик и узкий Узенаральский пролив делят озеро ровно пополам. И эти две половины как два совершенно разных водоема. Западная часть пресная, примерно как вода из-под крана. Ее пьют сами, ей поет скот, ею снабжают промышленные предприятия. Вода тут мутноватая, желтовато-серым оттенком, прозрачность всего метр, зато пресная. Восточная часть солоноватая, вода здесь голубовато-зеленая, более прозрачная, и у нее вполне отчетливый морской привкус. Местные жители на восточном побережье, кстати, так и говорят: «Мы живем у моря», и у них есть на это исторические основания. Древние казахи называли водоем Тенгиз – море, тюрки и монголы до них – Агденгиз – белое море. А еще раньше, за несколько веков до нашей эры, китайцы записали его как Сихай – западное море. Два моря в одном озере – пресное и соленое, и они не смешиваются. Точнее, смешиваются, но настолько медленно, что равновесие сохраняется тысячи лет. Узкий пролив работает как естественная перегородка. С запада в озеро впадает мощная река Или, которая приносит 80% всей пресной воды. Она разбавляет западную часть. Здесь вода не стоит на месте. Она пришла, побыла немного и ушла. Частично испарилась, частично просочилась через пролив. В восточную часть впадают сразу много рек, но все вместе они приносят в разы меньше воды, а пролив слишком узок, чтобы выровнять ситуацию. Воды через него проходит достаточно, чтобы постепенно сносить соль с запада на восток, но слишком мало, чтобы разбавить восточную часть. Хотя, честно говоря, полного научного объяснения этого феномена до сих пор нет. Ученые сами признают, что Балхаш в этом смысле остается загадкой. Ни одно другое озеро на планете такого фокуса не повторяет. Балхашу не меньше 35 тысяч лет, но его колыбель гораздо старше. Миллионы лет назад вся Балхаш-Алакольская котловина была залита водами древнего Ханхайского моря. Ну, примерно как-то так. Огромного, соленого, занимавшего территорию от нынешнего Казахстана до Китая. Потом климат менялся, ледники наступали и отступали, горы Тяньшаня и Джунгарского Алатау росли, перекрывая водные потоки. Море отступало, усыхало, распадалось. То, что от него осталось, это Балхаш, Сасыколь, Алаколь и Эби-Нур, которая уже находится в Китае.
осколки Великого моря, разбросанные по степи. Балхашу досталась самая глубокая часть котловины. При этом поражает то, что за свои 35 тысяч лет озеро ни разу не пересохло полностью. Уровень воды менялся, поднимался, падал на 2-3 метра, иногда озеро разделялось на несколько частей, но полностью не исчезало. Ученые считают, что в этом виноваты особые водоросли и бактерии, способные регулировать концентрацию соли. Что-то вроде встроенной биологической системы самозащиты. То есть это удивительное озеро умеет себя лечить. А теперь факт, в который не все поверят. Еще в первой половине 20 века по берегам Балхаша бродили тигры. Да, самые настоящие тигры. Туранский, он же Каспийский, он же закавказский тигр, вымерший подвид, который когда-то обитал от Турции до Китая, и на северной границе своего ареала у озера Балхаш. Здесь, в тугайных лесах и камышовых зарослях вдоль рек Или и Каратал, тигры прятались, охотились на кабанов и джейранов, выращивали потомство. Это были впечатляющие звери. Длина до 3 метров от носа до кончика хвоста, весом 240 килограммов. Туранский тигр мог за сутки пройти до 100 километров, мог перепрыгнуть 3-метровую глинобитную стену, держа в зубах 100-килограммовую добычу, мог переплыть широкую реку. При этом тигр был настолько скрытен, что местные жители наделяли его сверхъестественными свойствами. Считалось, что тигры совершают паломничество к мусульманским святыням, трижды обходя мазар и прикасаются усами к порогу. На тюркских языках тигра называли джульбарс, бродячий барс или полосатый барс. Казахи относились к нему с почтением и мистическим трепетом. А потом тигров не стало. Освоение земель, распашка пойм под хлопковые поля, исчезновение кабанов – основы тигриного рациона. В 1930-х годах последние постоянно обитавшие тигры были истреблены в низовьях Или. Отдельные бродячие особи мелькали до конца 1940-х. В 1946 году в Южном Прибалхашье в последний раз видели следы, а затем тишина. Балхашский тигр исчез. Но история получила продолжение. Генетические исследования показали, что туранский тигр практически идентичен амурскому. Это один и тот же подвид, разделенный человеческой деятельностью. И в 2017 году Казахстан запустил дерзкую программу – вернуть тигра на берега Балхаша. Был создан резерват и стали восстанавливать тугайные леса, завозить копытных. А осенью 2024 года из нидерландского заповедника в Казахстан привезли 2 амурских тигров – Багдану и Куму. Первые тигры на этой земле за последние 70 лет. Через полвека, по прогнозам ученых, здесь будет обитать 120 тигров. Балхаш снова станет тигриным озером, по крайней мере таков план. Так что будьте осторожны, теперь тут снова бродят настоящие тигры. В Балхаше живет 20 видов рыб, и среди них есть несколько, скажем так, с характером. Начнем с балхашского окуня. Это эндемик, рыба, которая не встречается больше нигде. У него нет характерных полосок на теле, зато есть выдвинутая вперед нижняя челюсть и хищный нрав. До 60-х годов прошлого века балхашский окунь процветал. В озере ежегодно вылавливали до 2300 тонн. А потом кому-то пришла в голову гениальная идея – запустить в Балхаш судака, чтобы он помог контролировать численность мелкой рыбы. Судак контроль обеспечил, только не тот, что планировали. Он попросту сожрал балхашского окуня. За считанные годы эндемик почти исчез из озера и попал в Красную книгу. Это примерно как пригласить волка присмотреть за овцами. Результат предсказуем, однако в те времена почему-то никто об этом не подумал. Еще есть балхашская маринка, тоже эндемик, тоже уникальная рыба. Всеядная, хитрая, ведет ночной образ жизни, днем прячется в камнях и норах. Ловится на хлебный мякиш, кусочки дыни и даже на ягоды тутовника. Звучит мило, но есть нюанс. Маримка – ядовитая рыба. Не целиком, конечно. Ядовиты ее икра, молоки и черная пленка, покрывающая брюшину. Если при разделке вы не удалите их полностью, рискуете получить серьезное отравление. Мясо при этом вкусное и безопасное, просто нужно знать, что делать. Местные вот знают, теперь и вы знаете.
Всего в Балхаше 6 видов рыб-эндемиков, и все они под угрозой вымирания. Балхашский окунь, балхашская маринка, балхашский гальян, семиреченский гальян, одноцветный губач и пятнистый губач. Зато сом в Балхаше чувствует себя прекрасно. Отдельные экземпляры, по рассказам местных рыбаков, достигают 70 килограммов. Это вес взрослого поджарого человека. Теперь перенесемся из мира природы в мир, где все пахнет секретностью и окутано тайной. На берегу Балхаша, к западу от озера, расположен полигон Сары-Шаган. Созданный в 1956 году как полигон номер 10, он стал первым и единственным в Евразии местом для испытаний противоракетного оружия. Во времена Советского Союза полигон занимал огромную территорию, по размерам сопоставимую с целой страной, например, Чехией. Административный центр полигона, город Приозерск, стоит прямо на берегу озера. Закрытый город – призрак советской военной мощи. После распада Советов его покинула значительная часть населения. 6 лет город жил без отопления, воды и электричества. Сейчас Приозерск потихоньку оживает, но руины заброшенных кварталов до сих пор занимают больше половины его территории. Но самое интересное – это лазеры, о которых я упомянул еще в самом начале. В 1965 году под руководством будущего нобелевского лауреата Николая Басова на полигоне начались работы над проектом Терра-3, программой создания боевого лазерного оружия для уничтожения боеголовок баллистических ракет. Фактически советские «Звездные войны». На берегу Балхаша вырос целый комплекс: сверхмощные фотодиссоционные лазеры, оптические системы, испытательные стенды. Объект 2505, так он числился в секретных документах. Маршалу Бречко продемонстрировали первый успех. Лазер попал в мишень размером с 5-копеечную монету. А в октябре 1984 года случился инцидент, ставший легендой. Американский шаттл «Челленджер» пролетал над районом Балхаша. По версии американцев, у астронавтов внезапно начались недомогания, отключилась связь, забарахлила электроника. Пентагон был уверен, шаттл облучили лазером Терра-3. Был заявлен официальный дипломатический протест. Что произошло на самом деле, до сих пор вопрос спорный. Командующий войсками противоракетной обороны генерал-полковник Вотинцев утверждал, что использовался комплекс Крона для отслеживания космических объектов, а не боевой лазер. Другие считают, что это была намеренная дезинформация, американская или советская. А в таблоидных публикациях 90-х годов с полигона якобы даже сбивали неопознанные летающие объекты. Что ж, тут я рекомендую глубокий вдох и здоровый скептицизм. Итог программы лаконично подвел сам академик Басов в 1994 году. Он сказал, что твердо установили, никто не сможет сбить боеголовку лазерным лучом. Но зато хорошо так продвинули лазерные технологии. Как говорится, не получился пирог, зато тесто отличное. После распада Советского Союза комплекс Терра-3 был заброшен, оборудование разворовано. Руины зданий стоят на берегу Балхаша, медленно разрушаясь. Сегодня сюда приезжают туристы фотографировать останки советских «Звездных войн» на фоне степного заката. Зрелище апокалиптическое. У каждого великого озера есть своя легенда. У Балхаша одна из самых красивых. Жил в степях могущественный колдун по имени Балхаш. Был он богат и жесток, и была у него дочь, красавица Или. Балхаш мечтал выдать ее за сына китайского императора или монгольского хана. Съехались женихи со всех концов света. Богатые, знатные, сильные. Устроили состязания. Но победил в них не княжеский сын, победил простой пастух по имени Каратал. Балхаш пришел в ярость, выгнал юношу прочь, запретил дочери и думать о нем. Но ночью Или сбежала из отцовского дома и ускакала с возлюбленным. Узнав о побеге, разгневанный колдун наложил проклятие. Превратил влюбленных в две реки, стремительно несущие свои воды с гор. А чтобы они никогда больше не воссоединились, упал между ними сам и стал озером, седым от пенных волн. Так и лежит Балхаш, между двумя реками, которые впадают в него, но никогда не встретятся. Или с юга, Каратал с востока. Романтичная и печальная история. А теперь давайте я вас напугаю. Балхаш может повторить судьбу Аральского моря. Аральское море было 4-м по величине озером мира. Сегодня от него осталось меньше 1/10 части. Высохшее дно стало источником ядовитых солевых бурь. Порты оказались в сотнях километров от воды.
Рыболовство, которое кормило 60 тысяч человек, исчезло полностью. Катастрофу 20 века исправить невозможно. Даже если полностью остановить водозабор, на наполнение Арала ушло бы до 200 лет. И вот Балхаш идет по похожему пути. С 1970 по 1987 год уровень озера упал более 2 метров. Площадь сократилась на 2000 квадратных километров. Из 16 озерных систем вокруг Балхаша осталось только 5. Причин несколько, и все они рукотворные. Первая – Капчагайская ГЭС. В 1970 году на реке Или построили плотину и начали заполнять Капчагайское водохранилище. На это ушло 39 кубических километров воды, трети всего объема Балхаша. Сток Или сократился на 2/3, озеро начало голодать. Вторая – Китай. Река Или рождается на территории Китая, и 70% ее стока формируется именно там. Китай активно использует воду для орошения полей. Двусторонний договор 2001 года существует, но, по мнению казахстанских экологов, работает не так, как хотелось бы. Вода, которая должна доходить до Балхаша, все чаще остается по ту сторону границы. Третья – металлургия. На берегу озера стоит город Балхаш с горно-металлургическим комбинатом. Десятилетиями в озеро сбрасывались тяжелые металлы, фенолы, нефтепродукты. Официально сброс прекращен, но соляная пыль с обсохшего дна поднимается в воздух и формирует пылевые бури, которые улетают далеко за пределы региона. И еще один пугающий факт. В воде реки Или, по данным исследований, содержание алюминия превышает допустимые нормы в 100 раз, меди в 6 раз, фенолов в 12 раз. Все это из промышленных стоков, в том числе с китайской стороны. Так что, дорогие мои, Балхаш может повторить судьбу Арала. Если представить, что озеро исчезнет, климат региона станет еще жестче, пустыня подступит к Алматы, миллионы людей останутся без воды. Правда, в начале 90-х уровень озера немного поднялся, чуть больше 1 метра. Связано это было с экономическим спадом, меньше воды забирали на промышленность и обильными осадками. Природа получила передышку. Но это именно передышка, а не решение. Есть места, которые лучше всего видно сверху. Балхаш – одно из них. Хотя, как выяснилось, не все мои слушатели верят в космос, однако я все-таки расскажу. Космонавты обожают это озеро. Антон Шкаплеров фотографировал Балхаш в каждом из 3 своих полетов и коллекционировал эти снимки. Олег Артемьев, пролетая над озером, назвал его одним из самых красивых на планете. НАСА опубликовала снимки, где золотые блики Солнца играют на поверхности гигантского полумесяца. Из космоса видно все. И разницу цвета между западной и восточной частями, и дельту реки Или, рассыпающуюся тысячей проток, и одинокие острова посреди водной глади, и желтую кайму пустыни, обнимающую голубую воду. Один из подписчиков Артемьева заметил, сверху озеро напоминает лицо мужчины. Может, это лицо колдуна Балхаша, который лег между влюбленными. Форма полумесяца, кстати, тоже необычна, хотя и не уникальна. Похожим серпом вытянулись и Байкал, и африканская Танганьика. Но те лежат в горных разломах, зажатые скалами, а Балхаш умудрился растянуться на 600 километров посреди плоской степи, без единой горы, которая бы его к этому принудила. Климат вокруг Балхаша экстремальный, резко континентальный, пустынный. Летом воздух прогревается до плюс 45 градусов, зимой падает до минус 15 и ниже. Разница температур 60 градусов за год. Это как жить летом в Сахаре, а зимой в Норвегии. Озеро зимой замерзает. Лед встает в ноябре и держится до апреля, 5 месяцев. Летом же вода прогревается до плюс 28 градусов, и купальный сезон длится с середины июня до начала сентября. Теплое, мелкое, с песчаными пляжами на юге, казалось бы, идеальный курорт, но туристическая инфраструктура развита слабо. Базы отдыха есть, но их немного, и они сосредоточены вблизи городов на северном берегу. Зато соленые воды восточной части и сероводородные грязи озера считаются целебными. Местные жители лечат ими суставы, кожные заболевания, нервную систему.
Научных исследований на эту тему, прямо скажем, немного, но традиция крепкая, а местные бабушки убедительнее любого доктора наук. Осадков выпадает ничтожно мало, в среднем 12 мм в месяц. Балхаш существует не благодаря дождям, а вопреки их отсутствию. Вся его жизнь зависит от горных рек, которые приносят талую воду с ледников Тянь-Шаня. Ледники тают, озеро живет. Ледники исчезнут, и вопрос встанет ребром. На берегах Балхаша свой мир. Около 120 видов птиц, из которых 12 занесены в Красную книгу Казахстана. Здесь гнездятся кудрявые пеликаны, огромные величественные птицы с размахом крыльев до 3,5 метров. Лебеди-кликуны, орланы-белохвосты, беркуты. Осенью над озером собираются тысячи перелетных водоплавающих птиц. Красивое зрелище. В камышовых зарослях южного берега водятся дикие кабаны, волки, лисы. Есть шакалы, корсаки, барсуки, степные хорьки. А в Иле-Балхашском резервате, созданном для возвращения тигра, обитают 39 видов млекопитающих, 284 вида птиц и 19 видов пресмыкающихся. Заповедник здесь как целый ковчег на берегу полупустыни. Рыбалка – главное развлечение. Сазан, судак, жерех, сом для любителей. Местные утверждают, что стоит только высыпать из лодки ведро кукурузы, и клев будет такой, что не успеете вытаскивать. Проверить это утверждение уже достаточная причина для поездки. Зимой тоже есть чем заняться. Подледная рыбалка, катание на коньках и снегоходах по замерзшему озеру. Любителям руинологии – поездка в Приозерск. Заброшенные кварталы закрытого военного города, руины комплекса Терра-3 на фоне бескрайней степи. А если хотите помочь озеру, расскажите о нем. Балхаш катастрофически мало известен за пределами Казахстана. Аральское море стало символом экологической катастрофы, когда было уже слишком поздно. У Балхаша еще есть время, но только в том случае, если о нем будут знать. Балхаш – это озеро противоречий. Пресное и соленое, древнее и хрупкое, красивое и угрожаемое. Место, где когда-то бродили тигры, а потом стреляли лазерами. Место, где рыба ядовита, а грязь целебна. Место, которое космонавты фотографируют при каждом полете, просто потому, что не могут удержаться. Если вы дослушали до этого места, значит теперь вы знаете о Балхаше больше, чем 99% людей на планете. И, может быть, однажды вы окажетесь на его берегу. Встанете у кромки воды, посмотрите на горизонт, где озеро сливается со степью, и поймете, почему древние называли его морем. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, делитесь, ставьте лайки. Увидимся в новом выпуске.